Всем привет, меня зовут Ксюша, и я борюсь с синдромом отложенной жизни и с прокрастинацией. Как можно заметить, я люблю изучать языки. Прокрастинацией какое-то время моя жизнь была просто пропитана. Прописать, описать, зачем, почему. Не торопимся, делаем все постепенно и стараемся давать себе хотя бы небольшой отдых. Начнем, пожалуй, с более безобидного. Что такое прокрастинация? Прокрастинация — это эмоциональная реакция человека на накопившиеся дела. Она может быть как тревожной, так и расслабленной. Что насчет расслабленной прокрастинации? Это когда мы откладываем свои планы, чтобы сделать что-то другое, что удовлетворит нас больше, чем дела обязательные. Тревожная прокрастинация — это когда мы не можем начать делать то, что запланировали, из-за страха, например, быть осужденными, из-за страха провала, и все в таком роде. Прокрастинация не является чем-то плохим, она просто есть, она просто существует, и это абсолютно нормально. Но если все-таки вам не нравится то, что вы откладываете свои планы, мечты и цели на завтрашний день, то вот моя история. На самом деле я перечислять могу просто до бесконечности, потому что прокрастинацией какое-то время моя жизнь была просто пропитана. Каждый аспект моей жизни подвергался этому эмоциональному явлению, начиная от питания, заканчивая даже отношениями с людьми. То есть... На часах только 6:20 где-то примерно, а я уже успела встать, проснуться, повторить английский, также немного позаниматься английским посредством общения с иностранцами и настроить себя на этот нелегкий день. Мотивация, концентрация и дисциплина — это 3 важных качества, которые надо развить в себе, чтобы перестать наконец-таки откладывать свои дела, мечты и планы на завтрашний день. Объясню это на примере того, как я постоянно откладывала налаживание своего режима сна. Это было время подготовки к экзаменам, поэтому я очень сильно переутомлялась, а о здоровом сне могла лишь только мечтать. В какой-то момент мой организм решил дать мне понять, что, кажется, пора отдохнуть. Я упала в обморок от переутомления. Эта ситуация, а также желание просыпаться рано ради тех самых утренних часов, тихой, спокойной утренней рутины, стали моей мотивацией. Знаете, чем я люблю ходить в спортзал по утрам, то есть рано-рано утром? Это не только потому, что в самом спортзале людей нет, а вообще потому, что когда ты туда идешь, на улице тоже вообще никого. И пахнет свежескошенной травой с росой. Красота. Если мотивация — это что-то незримое и абстрактное, то концентрация и дисциплина вполне себе реальные вещи. Чтобы сконцентрироваться на поставленной задаче, я избавилась от того, что мне мешало. Я перестала скроллить бесконечные ленты соцсетей по вечерам. Я стараюсь заканчивать работать до 8 вечера. Я теперь больше не устраиваю тренировки позднее 9 вечера. Дисциплина помогла сделать это привычкой. Теперь каждый день я просыпаюсь в 6 часов утра и ложусь спать до 11. Исключение плюс-минус 15 минут. Благодаря тому, что я наконец-то воплотила этот план в жизнь, и мой режим сна восстановился, я теперь могу ходить в зал по утрам, тренироваться, я могу уделять себе время и находиться в полной тишине, как я и люблю. Впоследствии не только мое состояние стало мотивацией, но и те часы, которые я могу провести наедине с собой. Я считаю, что все эти 3 качества — мотивация, дисциплина и концентрация — являются главенствующими, поэтому
Если у вас получится развить эти качества, то у вас в любом случае получится побороть ту самую прокрастинацию, у вас получится преодолеть этот некий порог и начать действовать не во вред себе. Вот это главное. Как можно заметить, я люблю изучать языки. Пусть это не особо продуктивно, но это так. Мне нравится именно сам процесс моих попыток что-то запомнить, что-то выучить, что-то сказать, что-то понять. Вот именно сам процесс. Результат, конечно, не сказать, что прям высокий, прям большой, прям вау, но что имеем? Около 3 лет назад я загорелась выучить не только английский язык, как международный язык, на котором говорят, там, не знаю, 70% во всем мире, но и еще какой-нибудь азиатский язык, потому что меня в какой-то момент начала привлекать азиатская культура. У меня был выбор между японским, корейским и китайским языками, и я сделала свой выбор в пользу корейского языка. Чтобы вы просто понимали, вот это, хоть это еще и не так уж и много, но это уже что-то. Я уже исписала целую страницу. Я уже исписала целую тетрадь, я исписала уже целый блокнот, я начала еще одну тетрадь. Здесь у меня это, если что, распечатанный учебник, то есть учить корейский язык я начала только буквально год назад. И обратите внимание, желание у меня появилось около 3 лет назад начать изучать какой-нибудь азиатский язык, но приступила к этому я только через 2 года, то есть год назад. И причиной этому стало мое убеждение, что, мол, зачем ты будешь учить еще один язык, если ты даже английский хорошо не знаешь? Сначала выучи нормально английский, а потом начни что-то еще учить. И в мою головушку никак не доходил тот факт, что корейский язык и английский язык — это абсолютно 2 разных языка, которые общего, практически не имеют. Да, там есть какие-то слова заимствованные, что оттуда, что-то похожее есть, но все же это абсолютно разные языки, абсолютно разная культура. Эту мысль, что я не знаю еще даже английского и куда я лезу в корейский, на самом деле в мою голову не я поселила. Это поселило мне общество, которому я рассказала о моем желании, и мне в голову вбили вот эту вот мысль о том, что типа, рановато еще пока что браться за еще один язык. Ребята, никогда не поздно. Во мне сыграла вот эта вот моя неуверенность и вот это вот убеждение, и из-за этого я потеряла 2 года. 2 года. 2 года я хотела, и только на 3-й год я все-таки решила свое желание исполнить. Пусть я не знаю корейский хорошо, пусть я знаю только алфавит, и единственное, что я могу сделать, это представиться на корейском и заказать себе американо в кафе. Это единственное, что я могу сделать, но я уже этим довольна. Я уже довольна тем, что когда я слушаю музыку или смотрю корейские дорамы, я какие-то слова знакомые улавливаю, и, боже, какая в этот момент у меня просыпается гордость за то, что я поняла это слово, хотя это слово максимально может быть простым. Почему не сделать то, что хочется сегодня? Почему я должна откладывать это на завтра? Ведь у меня на данный момент есть время и силы на это. Когда у меня начали появляться в голове эти вопросы, и я начала отвечать самой себе на эти вопросы, я смогла побороть свою прокрастинацию в изучении английского и корейского языков. Если раньше я всегда откладывала изучение на следующий понедельник, на следующий день, на следующую неделю, то сейчас, если у меня резко вот так вот появляется желание что-то сделать, то я это делаю. Однажды я где-то услышала или же вычитала такую фразу, как «боль от дисциплины меньше боли от сожаления». И я думаю, что прокрастинацию лучше не описать. Я тоже являюсь человеком, как и все вы, и
не самым идеальным человеком. Я так же, как и многие, переносила свои планы или вовсе их отменяла. Но я научилась бороться с прокрастинацией, и вот парочка моих практических таких советов, которые как-то все-таки влияют на то, как мы ведем себя с накопившимися делами. Первое, наверное, и самое главное правило — это систематизируйте свои планы. Меня этому обучил дедушка, я до сих пор веду ежедневники, календари, какие-то списки, чтобы не держать все в голове и чтобы она не болела от того, что вам надо не забыть что-то сделать, и вам надо не забыть, как это сделать. Лучше написать на бумажку или же электронный какой-то носитель все свои планы, и потом по ходу дела их делать. В голове держите лишь решение. Вот тоже где-то услышала такую фразу. Теперь говорю ее уже, по-моему, второй видеоролик. Окружайте себя людьми, которые будут вас подбадривать, а не тянуть вниз. У меня была такая история, я дружила, общалась с человеком, который обижался на меня из-за того, что я не могу с ним погулять, я не могу с ним пообщаться, потому что я все время в делах, потому что я все время в заботах, в учебе, в каких-то своих хобби и так далее. И от этого человека были также попытки заставить меня не делать то, что я хочу делать, и все-таки с ним встретиться. В итоге я избавилась не от своих дел, а от человека. Больше его в моей жизни нет, потому что я сделала выбор все-таки в пользу себе. Может, это эгоистично, но мне кажется, что тот человек поступил более эгоистично, когда хотел навязать свои интересы. Да, порой и такое тоже надо делать. Сейчас меня окружают лишь люди, которые тоже заинтересованы в саморазвитии, прокачке своих навыков. Честно, я рада, что у меня такое общество. Найдите правильную мотивацию для тех дел, которые вам надо сделать. Если вы не разжуете себе, почему вам необходимо сделать то или иное, то навряд ли вы приступите к этому. Вам надо прям досконально прописать, описать, зачем, почему, для чего, и тогда вам будет намного проще приступить к задаче. Прокачивайте дисциплину. Если начали, то идите до конца. Залог успеха не только в качестве ваших шагов, но и в их количестве. А количество это будет шагов, раз или часов, это уже решать вам. Отключитесь от внешнего шума. В моем случае это был ТикТок. Скроллинг соцсетей, игры, ТикТок. Ко всему к этому можно в любой момент вернуться. Это никуда не денется. Но вот время безжалостно. Время не вернуть, как бы это грубо и грустно не звучало. Используйте метод помодоро. Я только недавно на самом деле узнала об этом методе, но то, насколько он реально делает меня продуктивной, и то, насколько он экономит мое время и силы, словами не описать. Чередуйте деятельность. Например, когда я занимаюсь английским языком, иногда, особенно когда у меня возникает очень много ошибок, понятное дело, что мотивация немного падает, и мне уже становится не так комфортно заниматься английским, как, грубо говоря, до этих ошибок. У меня появляется какое-то непонятное чувство, появляется некий дискомфорт, и чтобы не отложить это дело вовсе, я буквально на минут 20-30 прерываюсь и начинаю делать что-то другое. Например, я могу пойти покушать. Могу пойти помыть посуду, могу убраться в шкафу, могу сделать небольшую какую-нибудь тренировку, допустим, тот же самый обруч или гимнастика, дабы размять мышцы, потому что целый день мы сидели, что-то учили. Сидячий образ жизни не очень сказывается на спине и на шее. Да. А потом, после такого небольшого перерыва, если его можно таковым назвать, я опять возвращаюсь к английскому языку, и, во-первых, у меня хоть что-то начинает получаться, во-вторых, у меня пропадает вот это неприятное ощущение от неудачи, от того, что я занимаюсь одним и тем же,
от монотонной работы. Синдром отложенной жизни. Это более серьезная штука. Если прокрастинация подразумевает под собой откладывание каких-то дел на более поздний срок, то синдром отложенной жизни — это неудовлетворение положением в жизни в целом. Синдром отложенной жизни имеет как более легкие симптомы, так и те, что негативно сказываются на ментальном здоровье. Симптомы и их корни бывают абсолютно разные. Например, жизнь в постоянном предвкушении, или же что завтра будет лучше, чем вчера, или что для счастья нужен повод. Второй симптом — это склонность к накопительству. Ну, например, я не буду выкидывать это платье, потому что, а вдруг выдастся случай его надеть. В большинстве своем нет. И третий симптом — это неудовлетворение настоящим из-за отсутствия кого-либо или же чего-либо в жизни. Я замечала все эти симптомы в себе, и годами, я отмечу, годами с этим боролась. Как же я борюсь с синдромом отложенной жизни? Первое. Я стараюсь контролировать свою зависть. Как я уже сказала, она бывает положительной и отрицательной. Так вот, я стараюсь ее переводить в более положительное русло. Сейчас просто огромное количество разных историй в интернете успешного успеха, когда ты в 10 лет заработал первые 100 тысяч рублей, а в 12 уже первый миллион. Такие истории лично меня не вдохновляют, а наоборот в какой-то степени огорчают, расстраивают. Я к тому, что я начинаю завидовать тому, что кто-то в таком юном возрасте имеет вот это, а я в своем нынешнем возрасте даже половины из этого еще не имею. Поэтому я стараюсь обращать внимание на тех людей, кто достигал своего успеха годами старался, работал над собой, работал над своим телом, над своей личностью и смог вырасти. Я надеюсь, что рано или поздно я смогу собой гордиться и с уверенностью скажу, что я тоже являюсь такой личностью. Второй пункт — не торопись, или же take your time. Я хочу вам немного рассказать о своих наблюдениях в общении с иностранцами. Я общаюсь с иностранцами уже далеко не первый год, и мне нравится общаться. Бывают моменты, когда я им пишу, что я на данный момент работаю над каким-то проектом, на данный момент я учусь, делаю то, делаю сё, и они начинают меня как-то подбадривать. Значит, топ фраз у иностранцев, как они вас будут подбадривать. Keep it up, первая фраза. Вторая фраза у нас идет cheer up, good luck и take your time. К последней фразе у меня было много вопросов, если честно, потому что дословный перевод этой фразы — это береги свое время или же не торопись. Что-то вот такое. Я не понимала, почему они мне пишут на то, что я занимаюсь каким-то проектом, и они мне пишут «не торопись». Первое время я не понимала, но чисто из вежливости я всегда благодарила, потому что, воспитана я таким человеком. Но, наверное, только сейчас до меня наконец-таки дошло, что имеется в виду take your time. Take your time дословно переводится, как я уже сказала, не торопись. И в этой фразе на самом деле много смысла. И когда вас подбадривают этой фразой, они намекают на то, чтобы вы не перетруждались, чтобы вы сохраняли баланс между работой и между работой, учебой и между отдыхом. Потому что если не сохранять этот баланс, то первое, что страдает, это концентрация. Далее за концентрацией у нас идет дисциплина, а там уже и до мотивации недалеко. Поэтому take your time, ребята. Take your time. Не торопимся, делаем все постепенно и стараемся давать себе хотя бы небольшой отдых. Сейчас будет очень резкое мнение, но я действительно считаю так, что завтрашнего дня не будет. Особенный день никогда не наступит, потому что как прошлого, так и будущего просто не существует.
Прошлое — это некий опыт. Это то, на что мы уже не можем никак повлиять, но можем извлечь оттуда какие-то выводы. Будущее — это некий синтез того, что мы делали, как мы рассуждали в настоящем. Поэтому наша задача — сделать настоящий момент, сегодняшний день особенным. Маленькие шаги лучше, чем полное их отсутствие. Не вгоняйте себя в рамки страха перед большой целью. Старайтесь эту цель дробить на несколько задач и идти к ней постепенно. Что ж, ну а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, потому что там много чего интересного. Я его веду как личный дневник. Иногда могу написать что-то умное, какие-то свои мысли, что-то, что я прочитала, допустим, из книг. Ну а иногда просто делаю какой-то непонятный вброс, непонятно чего, или же внутренней кухни съемок, например. А еще я там частенько танцую и показываю свои тренировки. Так что там на самом деле контента завались. Также подписывайтесь на мой дзен. Теперь у меня есть дзен, на всякий случай. Если вдруг вы испытываете какие-то трудности при просмотре видео на ютубе, вы вполне себе можете подписаться на мой дзен. Туда я буду дублировать весь контент, который выходит на ютубе. Что ж, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что я вам была полезна, ну или хотя бы интересна. Меняйтесь вместе со мной, меняйтесь в лучшую сторону, становитесь лучшей версией себя.